Представители знака зодиака Близнецы. Здравствуйте, мои дорогие Близнецы. Таро прогноз. Цыганский старинный пасьянс. Ближайшие события. Таро на неделю с 10 по 16 марта. Давайте узнаем события ближайших дней и ближайшего будущего. У нас сегодня две колоды по традиции. Это первая цыганский старинный пасьянс, потому что очень долго у меня давно. И вторая колода поддержки ангелов, ангелов-хранителей, на которые мы тоже дополним те значения, которые выпадут по пасьянсу. И, конечно, будем реалистами. Любые прогнозы, расклады, личная история каждого из вас, конечно, не расскажут. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и какие-то подсказки все же вы получите. Итак, с чем связаны эти события? О чем нам расскажут карты? Не такой большой срок, неделя. Но все же заглянем в будущее. Просчитаем, может быть, что-то, правда? Или пазл какой-то сложится. Узнаем, каковы энергии этого периода. С 10 по 16 марта. Какую-то информацию мы же все же с вами получим. Так, и первый ряд, не вижу совпадений. Идем дальше. Ну и второй ряд, пока не вижу совпадений. Но вот есть какая-то тревога. Зачем она вам, мои дорогие близнецы? Ну, тут, знаете, тревога, два скрещенных меча. Это не есть какая-то конкретика, опять же, это внутреннее состояние. Может быть, с кем-то вы прежде не договорились, и теперь вы не знаете, что ожидать от этого человека. Или какой-то вопрос конкретный. Допустим, вы ожидаете бумаги, документа, или, что вот что-то будет меняться, но этого не происходит. И здесь тоже внутренние сомнения, нужно ли мне этого ждать, или что мне предпринять, что я могу сделать именно сейчас. Но, тем не менее, доброй энергии, посмотрите, сам ангел вам выпадает. И это, как может быть, олицетворение помощника реального в вашей жизни, или это может быть добрый союзник, добрый советчик, который именно отдельными советами вам готов помочь, или контакты с тем человеком, который искренне к вам относится, мои дорогие. О чем нам еще расскажут карты? А тем не менее, смотрите, на середине пасьянса ключ – это как открытый путь. И, возможно, в середине недели либо ситуация какая-то будет проясняться, или это вы куда-то собираетесь, это дорога, переезд, поездка. У кого-то далекая, у кого-то поближе. Может быть, приезд человека к вам, и вы ожидаете. Но есть еще какие-то и сомнения тоже. Не могу сказать, что богатая неделя на сомнения. А вот, кстати, вы можете сомневаться в том человеке, который к вам относится. Почему? В одной плоскости месяц и ангел. И когда выпадает месяц, опять же, это не есть какая-то, конкретная ситуация в реальной жизни. Здесь больше наше мироощущение или собственное состояние души, которое... Или ситуация, кстати, которая касается неопределенностей. Что-то не решается быстро. Или не идет по вашему плану. Вот такое я могу предположить. И из-за этого вы себе уже вроде как распланировали все. А здесь какой-то стопор. Вот некоторый стопор, задержка. Вполне вероятно на этой неделе. У кого-то это будет связано с переездом и может быть очень далеко. Потому что значение ключа и дороги описывают ситуацию, когда мы можем планировать переезд в другую даже страну, в другую местность. Может быть, по части переезда вообще вы прежде не задумывались, а здесь на этой неделе вы захотите менять место вашего пребывания. У кого-то может проиграться и так. Или вы действительно ждете человека откуда-то издалека. Но иногда это говорит еще и о жизненном пути. У вас выпадает, пожалуй,
едва ли не самое, или и одно из самых главных таких и добрых значений – корабль. Это один из символов Меркурия, ваша планета-управитель. И еще в этом пасьянсе это означает исполнение желания, или поездка, или добрые перемены. Поэтому вы на пороге перемен. Что-то в вашей жизни вот-вот изменится. Возможно, если вы просто ожидали какого-либо документа, тогда вы его получите, но в свой срок. Здесь действительно могут быть ваши планы как бы в коррекции, потому что те временные сроки или рамки, которые вы себе поставили, близнецы, ну, не совсем все идет именно так. Но в конечном итоге вы чем-то остаетесь довольны, это точно. Сомнения ваши будут рассеяны, потому что, ну, как минимум, одно желание исполнится. Или, знаете, это как больше вдохновения. Когда вы понимаете, может быть, к концу уже недели, ну, вот-вот, мое желание исполнится. Может быть, встреча, это ваша куда-то поездка или приезд человека к вам будет означать долгожданную встречу. Может такое быть и не только по личной жизни, а, к примеру, по работе, когда, ну, договоренности, вы хотите подписать контракт. Поэтому у кого-то, если вы ищете работу, вполне вероятно, прояснится ситуация. Ну, допустим, если были прежние согласования или были собеседования, уже проведена как какая-то преамбула ваших переговоров была, но вы ожидаете ответа. Значит, к концу недели прояснится этот вопрос. Давайте дополним картами Таро. Одновременно смотрю, что у вас могло еще совпасть, потому что мы можем сложить в этом пасьянсе карты крайних рядов. Ну, так вот не вижу, чтобы совпали крайние ряды. Ладно, идем вперед. И первая карта – неожиданности. А вторую карту я хочу достать, и назовем ее так. Добрые события на этой неделе. Или что вас приятно удивит или обрадует, мои дорогие близнецы. И к чему все идет, какое продолжение следует. И дальше сферы вашей жизни. Первая – это у нас сфера работы, ваших достижений и денег. И сфера любви и личной жизни. Что же за неожиданности? Давайте будем узнавать. Ух. Мои дорогие девочки, это, конечно, женская энергия, карта императрицы, это в первую очередь. Это ваша самодостаточность, это символ нового «я». И для тех, кто имеет цели и намерения сообразно по возрасту, это «я жду ребенка». Ну или конкретно, если есть дети, особенно маленькие дети, это дела дома, дела, связанные с вашими детьми. И когда вы можете обустраивать что-то дома или улучшать, делать жилье более комфортным, заботиться о ком-то. Такое тоже может быть. Мои дорогие мужчины, это важная женщина в вашей жизни. Всегда выпадает карта императрица. Это значение того, что есть именно то лицо женского пола, которое для вас, ну, имеет особый смысл в вашей жизни. Или имела, может быть. И здесь у каждого по-своему. Может быть, у кого-то с этой императрицей была прежде ссора, и тогда есть возможность с учетом того, что вам выпал корабль, помириться, если вы считаете это нужным, или договориться, мои дорогие. Ведь карта императрица, пусть вроде бы мы говорим больше о женской энергии, но на нас всех эта карта влияет таким образом, словно говорит: будь готов к дипломатии. Основное, от чего оттолкнуться, вы не должны себе навредить. Поэтому, с одной стороны, добрая энергия в неожиданностях даже вам выпадают, как возможность. Возможность через диалог прояснить отношения. Причем, так, знаете, в таком добром именно стиле больше. Не в конфронтациях, а когда услышать мы можем друг друга. Откровенно произвести вот эти разговоры и понять, что хочет партнер, чего хотим мы сами. Мои дорогие девочки, это могут быть любого возраста. Это как ваши собственные планы, это ваше самовыражение. Ведь императрица, как известно, она плодовита не в буквальном даже смысле, как мы уже об этом сказали, но это еще и плодовитость на планы. Где-то это относится к мужчинам, но опять же, быть гибче, быть больше дипломатом на этой неделе для вас, тогда есть возможность
не упустить какой-то его величество случай или счастливый шанс. Всегда, когда выпадает старший аркан, на нас влияют события извне. И значит, раз выпадает аркан императрицы, для вашего благополучия, мои дорогие близнецы, здесь могут быть приятные новости, добрые вести. Или когда вы пусть занимаетесь даже своей личной жизнью, обустройством дома или своего личного бизнес-проекта, такое тоже вполне я допускаю, но более позитивные возможности на этой неделе. И не упустить их будет, наверное, основной задачей. Или самому себе не помешать. Потому что у вас выпадает в картах пасьянса, ну, к примеру, вот эти два меча, которые скрещены. Мы в ком-то сомневаться можем. Мы можем кому-то не доверять. Или есть какая-то, либо была конфронтация, но, скорее всего, она нам тоже не поможет. Мы можем поссориться, кстати. Такое я тоже допускаю, с учетом того, что у вас выпадает ангел. Вот у нас такой триплет получился. Мечи, ангел и вот этот месяц, о котором я говорила. Мы прежде могли быть, если мы эти три значения переложим на реальные события. Вы были уверены, допустим, что вы правильно действуете, да? А потом проходит какое-то время, и вы понимаете, да нет, мне вот именно с этим человеком не стоило какую-то конфронтацию устраивать, или не стоило хитрить, или мне не стоило, ну, может быть, настаивать на своем. Здесь у каждого по-своему. Здесь может быть признана какая-то ваша ошибка. Вот я это вижу. Почему? Потому что нам не говорят о том, что это имеет какой-то вес или какую-то фундаментальную основу. Все же ангел очень доброе значение в этом пасьянсе. Но ангел вам выпадает в окружении двух скрещенных мечей и одновременно тысячи неопределенностей, которые проходят по Луне или по месяцу. Это, опять же, внутреннее состояние. Наше внутреннее состояние – это одно, а реальность, она как будто другая. Поэтому, ну, может быть, пока не поздно правильную рокировку собственного приложения усилий или какие-то нужные переговоры вам есть возможность произвести, и тогда, с учетом карты императрица, неожиданно для себя – с кем-то даже договориться, доброй энергии на эту неделю. Ну, давайте вторую карту. Это как добрые события или что вас приятно удивит или обрадует. И вот она уже победа, она у вас уже в кармане. И правда, по шестерке жезлов чаще это у нас дела, работы, бизнес и деньги. Но это сам по себе успех, мои дорогие, и самодостаточность. Где-то карта будет говорить, сохраняй эту победу. Поэтому действительно исполнение желаний и может быть заключение какого-то договора или планы на договор, получение работы, кстати, может проходить по этой карте, продвижение вашего бизнеса или какие-то еще важные согласования, решения, поскольку карта императрица может еще и говорить о смене статуса в неожиданностях, может быть, как предложение в руки и сердце для кого-то. Я понимаю, все разные, кто меня смотрит сейчас, и у кого-то наоборот – прежняя история любви уже давно подошла к своему финалу, но были еще или остались те вопросы, которые касаются вашего благополучия, может быть, вашей недвижимости, денег, имущества, и вам нужно произвести с прежним партнером важные согласования. Тогда, мои дорогие близнецы, будьте дипломатом, потому что на этой неделе вы сумеете обойти все острые углы, вы сумеете себе не навредить и выйти победителем. Но гибкость, дипломатия вам помогают вот эту победу получить и получить исполнение желаний. Вот это правда. У кого-то будет связано с информацией. Может быть и так. Давайте посмотрим, к чему все это идет. Ну вот еще тысячи неопределенностей, они будут. Не все решается быстро. И раз уж нам с вами довелось проживать в эпоху перемен, карта Луна вам говорит, различай интуицию и иллюзии. Безусловно, и то, и другое проходит по аркану Луна. В Луне это есть очертания, но нет конкретики. К чему идет? Если мы спросили, но пока что-то не прояснится. Ни на этой неделе, ни, может быть, на последующей. Есть еще вот какие-то внешние события, которые вам придется учитывать. Но, наверное, учитывать самое главное, чего вы хотите достичь. Потому что, когда мы имеем четкий план, обязательно найдется 1001 метод. Я в этом абсолютно убеждена. Но мы тогда более аккуратные, более осторожные. Мы менее риски. Мы понимаем, что ситуация вынуждает, опять же,
договариваться, идти на компромисс, иначе мы можем что-то потерять. Или, вынося вердикт, отказывая кому-то или с кем-то, ну, если мы соглашаемся, допустим, и говорим в одном направлении «да», это значит, мы такое же «нет» скажем в каком-то другом направлении. Ну, вот, наверное, не время вот таких резких заявлений, в принципе, ни на этой неделе, ни на последующей. Хотя карта Луна будет говорить, если все касается убранства дома, или когда мы делаем жилье более комфортным, мы заботимся о месте нашего отдыха, месте, куда мы приходим, приводить мысли в порядок, ну и себя где-то тоже в порядок. Вот это все проходит со знаком плюс. Это своеобразная цитадель, где мы чувствуем себя защищенными. Так вот, для вас к чему все идет? Вы должны как себе не навредить, так и максимально использовать вот эти энергии недели для того, чтобы больше было стабильности в вашей жизни, для того, чтобы больше защищенности было, мои дорогие близнецы. Ну, как вы это будете делать? У каждого свои способы, и у каждого своя жизненная ситуация. Но торопливость нам здесь точно не поможет. И еще один момент, чему все идет. Все же меня смотрят люди из разных стран. Когда выпадает аркан Луна, очень важно не быть в толпе. Есть такое значение «меня несет толпа», и вот это по аркану Луна проигрывается. Поэтому помните, если даже случайно вы оказываетесь в месте, где много людей вокруг вас, или вы оказываетесь в какой-то общности людей, которые призывают или настаивают на чем-то, для вас самая нейтральная позиция будет наиболее правильной. А если вы буквально в толпе, то тогда вам в другом направлении. Берегите себя, мои дорогие близнецы. Дела, работа, бизнес – ваши достижения. Вот смотрите, у вас 3 старших аркана, а младший аркан – победа. Не упустить какую-то победу. И правда, не случайная императрица, лояльному надо быть. Или где-то готовому быть, или идти на эти самые компромиссы. Вы ведь великие дипломаты, мои дорогие близнецы. Причем вы один, наверное, единственный такой знак зодиака, который умеет ментально быстро перестроиться, быстро оценить вот ту реальность, которая есть в нашей жизни. Не где-то там основанную на сомнениях или на собственной точке зрения. Нет, а именно на том, что происходит вокруг вас. Правильно оценить обстановку, правильно оценить информацию, перепроверить еще эту информацию и для себя это выложить в какой-то более удобный фарватер. И вам выпадает колесо фортуны. У нас 10 ангелочков. И здесь карта сама по себе так и называется. Фортуна. Удача, мои дорогие. Но это еще и перемены как таковые. Но есть еще и карта прогресса. Это добрые перемены в добром направлении. Но предыдущая карта Луна. И все то, что я говорила по ней. Тут ведь можно поторопиться и как будто свернуть не в том направлении. Вот что-то подобное для кого-либо из вас может проигрываться. Поэтому берегите себя. Если вы куда-то не поспешите, значит и сможете вы эту фортуну ухватить. Или для себя какие-то более позитивные перемены в жизни спланировать. Вот это я тоже такое предполагаю. Ведь мы делаем выбор, когда выпадает колесо фортуны. И колесо, оно круглое, мы знаем. Сначала идет вниз, потом оно идет наверх, но в последующий период он все равно будет спад. То есть спад и подъем перемежаются. И вот у вас сейчас идет подъем. И где-то не теряя времени даром, не раздумывая слишком долго. Значит, есть те моменты или ключевые партнеры, события в вашей жизни, в которых вам нужно определиться на этой неделе. И это символизирует вот ту победу. 6 жезлов, которая выпала у нас вверху, да, карта победителя. И одновременно вот этот корабль исполнения желаний. И это в сфере ваших достижений. Ну, может быть, составление каких-то важных документов. У кого-то проиграется учеба, у кого-то это по бизнесу, какие-то добрые энергии. Что-то как лед тронулся, да. Поэтому не мешкай. Есть те дела, которые требуют вашего участия. Что же в личной жизни? На любовь.
Мы не рассматриваем перевернутые значения карты, но я не могу сказать, что тут какие-то глобальные перемены, потому что рыцарь Пентаклей или рыцарь Земли – это организация нашей жизни, адаптация и организация, причем на длительный период времени. И больше тут совпадают значения слов, когда надежность, да, и вот у вас ангел выпадает, где-то защищенность, это тоже проходит по этой карте, поэтому... Но совсем не то, когда мы вынесли кому-то вердикт, и мы тут сами что-то ломаем или резко что-то меняем, и это на личную жизнь. Мы скорее тут сохраняем, развиваем что-то. Хотя для кого-либо из вас, мои дорогие близнецы, могут быть, мы ведь смотрим на личную жизнь, те отношения, которые не развиваются быстро. Может быть, вам и хочется убыстрения какого-то. Но пока энергии нам говорят, что все идет своим чередом. Нет перемен. Именно в личной жизни каких-то глобальных. Может быть, вы что-то и планируете, мои дорогие. Но по этой карте мы в то же время не можем ускорить, к примеру, оформление какого-то документа. Или когда будет получено важное согласование. Карта императрица, может быть, это касается вашего дома, может быть, касается недвижимости. И вы тоже ждете определенных согласований, документов. Потому что по рыцарю Пентакли или рыцарю Земли часто идут бумаги, согласования, документы и ожидания. Но это не пустое ожидание. Поэтому для себя профильтровать, чего же я жду. Или это как пустые надежды, или это все-таки реальность, когда мне нужно соблюсти какой-то регламент. Вот карта нам лишь предлагает вот это оценить. Но, видимо, для тех, мои дорогие, кто сейчас в паре, у кого сложившиеся отношения, здесь действительно все идет своим чередом, и тогда эта карта будет говорить о продолжении отношений на длительный период, по крайней мере, на этой неделе перемен нет. Перекладывайте на себя, мои дорогие близнецы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.